Здравствуйте, дорогие любители вязания! Накануне нашего любимого праздника, как же вас не порадовать замечательными весенними цветами? Вот такие тюльпаны мы будем с вами вязать. Этот узор я вяжу по просьбе Наташи Оболенской. Она прислала к нам свою просьбу в группе «Одноклассники». Очень, кстати, получилось, что она пришла, эта просьба, накануне праздника. Давайте свяжем вот такой замечательный узор. В интернете есть шарф, связанный этим узором. Красивый узор, легкий. Просто схема нечеткая. Вот такая вот схема. И сама по себе-то она понятная, но обозначение к ней тут очень-очень я искала, чтобы схема была поясней, но не нашла. Будем вязать по этой схеме. Я не буду долго останавливаться на этой схеме, будем сейчас вязать, и схема будет перед вами. Я хочу только сказать, что раппорт узора в высоту 48 рядов. И мы не будем вязать эти все 48 рядов, потому что цветы располагаются в шахматном порядке. Мы с вами свяжем один тюльпан, и дальше вы поймете принцип вязания, и следующий тюльпан, и следующий вы будете вязать уже самостоятельно. Вам будет все понятно, я вас уверяю. Темные вот закрашенные места на схеме, это значит нет петли. Нет петли, значит мы не обращаем внимания на эти клеточки. Мы провязали вот клеточку. Это у нас лицевая петля, пустая клеточка, лицевая петля. Мы ее провязали и дальше пропускаем эти все темные промежутки и дальше вяжем следующие обозначения. Еще забыла сказать, да, пожалуй, даже и главное. Все петли на схеме обозначены так, как они выглядят на лицевой стороне изделия. По этой схеме легко вязать по кругу. Вяжем по кругу все лицевые ряды, четные и нечетные, и читаем схему справа налево. При поворотном вязании мы четные ряды здесь изнаночные. Уж я не знаю почему. Первый ряд это изнаночный ряд, и в изнаночных рядах петли вяжутся наоборот. Если в лицевом ряду пустая клеточка это лицевая петля, вот второй ряд лицевой, то в изнаночном ряду мы будем вязать эту петлю изнаночной петлей. И вот кружочки это у нас изнаночные петли в лицевом ряду и лицевые петли в изнаночном ряду. Вот первый изнаночный ряд, начинаем вязание с первого изнаночного ряда и читаем схему слева направо. Я не знаю, почему так обозначены ряды, ну давайте так и будем уже вязать, как обозначено на схеме. Первый изнаночный ряд. Не забываем, что читаем петли наоборот. Провязываем одну лицевую. У нас изнаночная петля на схеме, вяжем ее лицевой. Дальше на схеме лицевая петля, вяжем изнаночную. Одна лицевая, одна изнаночная. 7 лицевых. Одна изнаночная, 7 лицевых, одна изнаночная, 7 лицевых, одна изнаночная, одна лицевая. Так, я набрала одну лишнюю петельку и заканчиваем кромочной петлей. Это мы провязали первый изнаночный ряд и начинаем вязать лицевой, второй лицевой. Одна изнаночная, одна лицевая, 7 изнаночных, одна лицевая, 7 изнаночных, одна лицевая, 7 изнаночных, одна лицевая, одна изнаночная.
Вот такой у нас второй лицевой ряд. И смотрим на схему. В изнаночных рядах этого узора петли вяжутся по рисунку. В нечетных рядах, там один ряд только будет у нас по схеме провязываться. И вот в данном случае сейчас третий, четвертый и пятый ряды мы вяжем по рисунку. Третий у нас ряд изнаночный. Я еще раз говорю, что мне прям это очень неудобно, непривычно. Третий изнаночный ряд, четвертый лицевой ряд и пятый изнаночный ряд петли провязываем по рисунку. Давайте мы провяжем самостоятельно эти три ряда и встретимся с вами в шестом лицевом ряду. Вот посмотрите, мы провязали 5 рядов. Вот у нас получается лицевая сторона, и вот так вот у нас получается на изнанке. В шестом лицевом ряду начинаем вывязывать тюльпан. Изнаночная петля, лицевая, 7 изнаночных. На следующей лицевой петле вывязываем из следующей петли. Вывязываем 15 петель. Вывязываем обычным способом. Лицевая, накид, петлю с левой спицы не снимаем. Это будет, и повторяем так. Это одна петля и вторая петля. Лицевая, накид, 3, 4, лицевая, накид, 5, 6, лицевая, накид, 7, 8, лицевая, накид, 9, 10, лицевая, накид, 11, 12, лицевая, накид, 13, 14 и 15 лицевая петля. Все, сняли петлю с левой спицы. Вот так у нас получается. И дальше до конца ряда у нас петли по рисунку. 7 изнаночных, 1 лицевая, 7 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная. В седьмом изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. 15 петель, которые мы вывязали из одной, мы провязываем изнаночными. У нас будет 15 изнаночных из этой петельки. Вот я дошла до них, эти петли, и все 15 петель мы провязываем изнаночными. И далее до конца ряда вяжем петли по рисунку. Восьмой лицевой ряд. Изнаночная, лицевая, 6 изнаночных. Далее 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Вот у меня изнаночная петля лежит удобно, а вот лицевая неудобно. Для этого я лицевую петлю разворачиваю, чтобы они одинаково лежали. Провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее будет 13 лицевых. Затем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь у меня лицевая петля лежит удобно, изнаночная неудобно. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И далее до конца ряда мы вяжем петли по рисунку. У нас будет 6 изнаночных, лицевая, 7 изнаночных, лицевая и изнаночная петля в конце ряда. В 9 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 10 лицевой ряд, изнаночная, лицевая, 5 изнаночных, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 13 лицевых,
2 вместе лицевой с наклоном влево. И до конца ряда петли вяжем по рисунку. У нас будет 5 изнаночных, 1 лицевая, 7 изнаночных, 1 лицевая и 1 изнаночная. В 11 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 12 лицевой ряд. Изнаночная, лицевая, 4 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 13 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночных, 1 лицевая, 7 изнаночных, 1 лицевая и 1 изнаночная. В 13 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 14 лицевой ряд. Изнаночная, лицевая, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 13 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных, лицевая, 7 изнаночных, 1 лицевая и 1 изнаночная. В 15 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 16 лицевой ряд. Изнаночная, лицевая, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 13 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, лицевая, 7 изнаночных, 1 лицевая и 1 изнаночная. В 17 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вот посмотрите, мы провязали с вами 17 рядов. Мы связали, вот у нас все время расширялся раппорт узора, и получился вот такой красивый тюльпан. И сейчас мы будем его как бы завершать. Тоже красиво. 18 лицевой ряд. 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночных. Далее из 3 петель вывязываем 3. Мне вот удобнее подхватить петли за задние стенки. Кто вяжет классикой, удобнее подхватывать за передние стенки. Но я считаю, что не важно тут как. Из 3 петель вывязываем 3. Вывязываем лицевую, делаем накид и снова из этих же петель вывязываем лицевую. И только тогда снимаем петли со спицы. И повторяем так еще 4 раза. Из 3 петель вывязываем 3. Лицевая, накид, лицевая. Второй раз. Снова лицевая, накид, лицевая. Третий раз. Снова из 3 петель вывязываем 3. Четвертый раз. И последний 5-й раз. Лицевая, накид, лицевая. Вот так вот будем завершать тюльпанчик. Далее будет 2 лицевых, 2 изнаночных, я прошу прощения, 1 лицевая, 7 изнаночных,
1 лицевая. В 19 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Накиды мы здесь провязываем изнаночными. Двадцатый лицевой ряд. Здесь у нас ничего не меняется, мы вяжем петли по рисунку, так как они перед нами лежат. И обратите внимание на схему. 21 изнаночный ряд, то же самое. Провяжем эти два ряда самостоятельно. Петли по рисунку. Вот что получается у нас. 21 ряд связали. Вяжем 22 лицевой ряд. 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночных. Затем из 3 петель вывязываем 2. Вот здесь нужно так. Сначала провязываем 3 петли за переднюю стенку, вытягиваем лицевую петлю. И затем, не снимая петли со спицы, провязываем их за заднюю стенку. Вот 2 петельки мы вывязали. И снова из следующих 3 петель вывязываем 2. Сначала за переднюю стенку, затем 2 лицевых за заднюю стенку. Вот так 2 раза провязали. Из следующих 3 петель вывязываем 3. Как мы уже вывязывали: лицевая, накид, лицевая. Затем снова из 3 петель вывязываем 2. И из следующих 3 петель снова вывязываем 2. Далее петли по рисунку: 2 изнаночных, 1 лицевая, 7 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная. 23 изнаночный ряд вяжется по схеме. Я вяжу его вместе с вами. 1 лицевая, 1 изнаночная, 7 лицевых. Затем 1 изнаночная, 7 лицевых. Одна изнаночная, 7 лицевых, одна изнаночная, 1 лицевая. Мы завершили вязание одного тюльпана. Восстановили здесь количество петель. Теперь, ну вот давайте еще провяжем лицевой ряд. Это получается у нас 24 лицевой ряд. 1 изнаночная, 1 лицевая, 7 изнаночных, 1 лицевая, 7 изнаночных, 1 лицевая, 7 изнаночных. Вот, то есть мы сейчас провязали точно так же, как мы начинали вязать. И сейчас у нас будет цветок вывязываться с левой стороны, а с правой стороны на изнаночной глади будет вот дорожка из лицевых петель. Вот это лицевая петля, и она будет уже вязаться такой дорожкой. Вот посмотрите. Я считаю, что далее вязать уже вместе нецелесообразно. Я думаю, что понятно. Узор легкий. Самое главное было понять, как вот закрыть эти увеличивающееся количество петель, как их перейти к первоначальному.
Все, и я думаю, что далее по схеме вы уже свяжете самостоятельно. Цветок слева, цветок справа, цветок слева, цветок справа. Замечательные тюльпаны. Давайте скажем спасибо Наташе Оболенской за идею мастер-класса. Как он, кстати, прям к празднику прям поднимает настроение такие тюльпанчики. Кстати, вот из пряжи потолще, здесь полушерсти, она как бы поэластичнее, что ли, цветок выглядит более вот таким вот упругим. Здесь они у меня акрил тоненькие, они как-то проваливаются, но тоже смотрится очень красиво. Я поздравляю вас с наступающим праздником. Я желаю вам здоровья. Я желаю вам вечно быть молодыми, красивыми, любимыми и любящими. А также, как всегда, я желаю вам удачи и позитива. Ну и куда же без ровных легких петелек. Пока-пока.